Всем привет, с вами Михаил, канал Гаджетоман, и сегодня речь у нас пойдет о домашней метеостанции от фирмы Netatmo. В этом видео я расскажу, что из себя представляет эта метеостанция Netatmo, какие ее основные функции и как ее подключить у себя дома. Вообще, продукт метеостанции от компании Netatmo имеет достаточно длинную историю. Впервые он был анонсирован и выпущен в 2012 году, но через некоторое время, это была первая версия, через некоторое время обнаружилось множество багов, и ее сняли с производства. После этого вышла вторая, и сейчас уже вышла третья метеостанция. Основная фишка или ключевая фишка этой метеостанции заключается в том, что эта станция работает в интернет. И, собственно, по характеристикам, что она может? Значит, мерить температуру от минус 50 до плюс 50, влажность, естественно, от 0 до 100%. Это все идет в стандартном наборе, который продается вот таким комплектом, где есть внутренний датчик, который устанавливается внутри помещения, и наружный датчик, который крепится, вот как я, например, сейчас вам покажу, закрепил у себя на балконе. Очень важно, чтобы наружный датчик, на него не попадало солнце и не было прямого контакта ни с водой, ни с солнцем, чтобы он не нагревался и давал более правильные показатели, поэтому его производители рекомендуют устанавливать, ну и это логично, в принципе, устанавливать под козырьком, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Ну и самое главное, естественно, как для любого умного устройства, это подключение к интернету. Да, обязательно подключение к интернету на частоте 2,4 ГГц, он должен быть подключен к вашему рутеру. Между собой наружные и внутренние блоки обмениваются уже по радиосигналу, но основная функция этой метеостанции — это контроль воздуха. Это не простая метеостанция, которая показывает температуру, там, влажность, давление или еще что-нибудь. Это именно контроль качества воздуха. Контроль качества воздуха достаточно серьезный показатель, и не всякая метеостанция домашняя, простая, китайская, его покажет. Например, вот я несколько лет уже пользовался обычной вот китайской станцией, да, которая, умеет показывать там погоду снаружи помещения, внутри помещения. Вот. Давление, пожалуй, не покажет, а влажность точно показывает. Но это, так сказать, простые станции, которые стоят, я ее брал там, наверное, долларов за 10 где-то на Алиэкспрессе, но это реально не те показатели, которые нужны человеку в обыденной жизни, и те, которые влияют на его здоровье. Да, есть температура, вы знаете, что нужно сегодня такая температура, нужно одеть теплое пальто или наоборот не одевать и тому подобное. Вот. Но качество воздуха — это один из ключевых показателей вашего самочувствия, вашего влияния, долговременного, так скажем, влияния на ваше здоровье. Ведь вы, например, летом пользуетесь активно кондиционером. Все это охлаждается, но при этом закрыты все окна и отсутствует приток воздуха. Либо наоборот, вы живете в частном доме, у вас работает печка, нагревает. Естественно, печка сжигает очень много кислорода, и это отсутствие кислорода или его снижение очень сильно влияет на качество вашей жизни и на здоровье организма. Да, эта станция имеет подключение к интернету, и вы с любой точки мира можете контролировать качество воздуха в вашей квартире, то, что у вас происходит, какая температура в помещении, какое насыщение кислородом в помещении, что происходит на улице, ветер, дождь и тому подобное. Эти показатели последние, да, они не так критичны. С этим справляются безумное количество бесплатных онлайн-сервисов в интернете, которые сейчас есть, которые вам покажут, что сейчас на улице в целом. Но если вам нужна конкретные показатели именно вот в вашей точке, возле вашей квартиры, возле вашего дома, то, естественно, нужна персональная метеостанция, которая будет выводить и показывать эти параметры напрямую вам. Этими параметрами вы можете делиться с членами семьи, этими параметрами вы можете делиться с всем окружающим миром. Сейчас я вам покажу карту от компании Netatmo, на которой показаны все
метеостанции именно вот этой модели. Вот здесь вот внизу она сейчас будет пробегать. Вы видите вот красные точки, красные такие геолокации. Это те регионы, где есть станции NetAtmo. То есть они все данные со всех станций аккумулируются на серверах этой компании и они распределяются. Ну, это открытая информация по тем точкам, да, то есть тут ничего секретного нет, и любой, кто покупает эту станцию, готов уже к тому, чтобы показать то, что в этой точке есть такая температура, такая влажность и тому подобные те показатели. Естественно, данные по вашей квартире, вашему частному дому и там, где установлен внутренний блок этой станции, там это, естественно, не показывается, и это данные конфиденциальные, видите только вы. Ну, вернемся к карте. Вот если ее сейчас немножко раздвинуть, любой материк, значит, вот сейчас, видите, вроде как их немного, но если их раздвинуть, то, естественно, данные укрупняются, и вы видите, сколько конкретно станций в каждом регионе. Вот если Америка, то есть то вроде как кажется, что тут мало, но если развернуть каждый регион, вплоть там до штата, до улицы, да, то, естественно, количество этих точек вы увидите, что оно несоизмеримо растет. Точно так же можно посмотреть по России. Например, вот в Москве может быть не такое большое количество, как кажется, но если мы эту карту укрупним, то их количество достаточно высокое. То же самое и на Украине. Пользователей это растет. Это несмотря на то, что официально эта станция не продается ни в России, ни в Украине, и приходится заказывать ее за границей. Я заказывал ее в Польше. Вот. Но, тем не менее, она работает по всему миру. Будь то даже какое-то Конго, или там Мадагаскар, или Гренландия, по-моему, даже на Южном полюсе есть. Вот. Везде есть эти станции по всему миру, и вы можете смотреть актуальную информацию. Эта информация не с Гугла, не с там, Яндекса, как мы привыкли, да, какие-то общие. Это информация о температуре окружающей среды именно в той точке, где вы хотите видеть. Это конкретные люди. За этими точками стоят конкретные люди и конкретные устройства. Одна из ключевых особенностей этой метеостанции то, что это умная метеостанция. Умная это не значит, что она может делать сама. Умная это значит то, что она может являться частью экосистемы вашего умного дома. Например, при превышении какой-либо температуры, да, на улице или в помещении, она может включать кондиционер, она может включать какой-то обогреватель и тому подобное, может включать свет в зависимости от каких-то параметров, которые она чувствует и передает дальше на системы умный дом. Также эта система, эта метеостанция может подключаться к мировому сервису, так скажем, триггерной такой системе, которая называется IFTTT, да, 3T, IFTTT. Эта система IFTTT – это своеобразный триггер, который воспринимает, так скажем, какие-либо результаты с различных датчиков, либо сервисов, либо приложений, вот, и передает их дальше на систему умный дом, либо напрямую на ваш смартфон и ваши умные устройства. Например, у меня настроено превышение, то есть если какое-то превышение есть температуры, да, например, до 30 градусов, выше 30 градусов, мне сразу на телефон приходит уведомление, что температура высокая, и будьте готовы, то, что на улице у вас жара. Вот. Ну, это такое самое простое применение. Вот. Или при превышении уровня СО2 в помещении, да, то есть когда уже воздух достаточно такой тяжелый, то прилетает уведомление буквально сразу, через пару минут, то, что у вас превышение вот этой загазованности в помещении и нужно сделать проветривание. Особенно это интересная функция для тех, кто живет в частном доме, где топят печку. У нас на даче, например, еще есть печка, и частенько мы ее топим обычными дровами, да, но, естественно, как во всех таких системах, печной, я имею в виду, системы на этот раз, есть вероятность вот, повышения угарного газа. Да? Вы знаете, наверное, такой проблемы в частных домах. И вот этот датчик, эта метеостанция, она может ощущать такие, чувствовать такие
колебания, такие изменения, да, когда вот превышение, вернее, понижение уровня кислорода идет до критической отметки, то, естественно, она может сразу послать уведомление, либо удаленно включить какой-либо из ваших там умных устройств, находящихся в доме, например, для проветривания, да, или просто подаст хотя бы сигнал тревоги, то, что нужно не заснуть и открыть двери или окна и проветрить помещение. Если вы подписаны на мой канал и видели мои предыдущие видео, наверное, видели, что я стараюсь как можно больше уделять внимание именно системе «Умный дом». И у меня есть много устройств, которые поддерживают эту систему. Например, там выключатели, розетки, лампочки, пылесос, кондиционер. Все включено в систему «Умный дом». И, например, при повышении температуры внутри комнаты, то у меня автоматически включится кондиционер. Я просто для этого задам необходимые параметры, например, там, когда температура повысится до 30 градусов, включить кондиционер. И кондиционер автоматически включится. Это очень удобное приложение, очень удобная станция именно вот для таких моментов. Если вы используете в частном доме, то, например, когда у вас долгое время идет, так скажем, жара, засуха, да, на территории участка, то, естественно, может автоматически включаться автополив. Если, например, система, этот Netatmo видит, что влажность там в течение какого-то периода, это я так по себе смотрю, потому что как бы сам сталкивался с этой проблемой, в течение какого-то периода влажность очень низкая вот, на улице. И, естественно, нужен автополив. Вот. И эта система, если у вас есть автополив, тоже подключен к умному дому, то эта система Netatmo запросто может включить его в нужное время. И, пожалуй, еще раз вернусь к вопросу о качестве воздуха, особенно касаемо вот детей, когда почему регулярно нам в детстве, вот, в детском саду, когда мы находились в детском саду, то проветривали помещение обязательно, не только в детском саду, в школе, именно вот из-за качества воздуха. Тогда, конечно, не было никаких приборов, как это оценить, это все ощущалось на глаз, но теперь с приходом вот таких умных систем, то очень легко просто оценить и вовремя либо вручную, посмотрев на показатели, либо автоматически через систему «Умный дом», который подключен в ваше Netatmo, она включит проветривание, либо даст какой-то сигнал. Между собой наружные и внутренние блоки обмениваются уже по радиосигналу, но самое главное это подключить именно внутренний блок. Я сейчас покажу, как это сделать, как это делал я вот после покупки этого устройства. Сейчас покажу, как установить в первый раз погодную станцию Netatmo. Значит, вот у нас есть самое главное, это подключить внутренний блок. Выглядит вот так, подключить его к сети Wi-Fi, для того, чтобы он передавал данные в интернет и далее на ваши умные девайсы, на смартфоны, планшеты, телефоны и так далее. Значит, в общем-то, внутренний блок, вот он выглядит так. Здесь на передней панели у нас идет индикатор, который меняет цвет. Меняет цвет в зависимости от своего состояния. Например, при загрузке, при включении он будет зеленый, потом в рабочем режиме он вообще ничего не показывает. Если нажать вот сюда, подержать, он покажет цвет, уровень CO2 в вашей квартире, уровень качества воздуха. Если все нормально, это будет зеленого цвета. Если какое-то есть загрязнение, мало кислорода, то цвет будет меняться ближе к красному. То есть сначала желтый, потом такой оранжевый и красный, когда уже полный алис, и, естественно, нужно проветривать квартиру. Вот также эту подсветку можно использовать, например, ночью, там что-то быстро подсветить. Просто нажали, и оно включилось. Значит, и, естественно, когда мы начнем подключаться, он должен быть таким голубеньким. Сейчас я вам покажу. Значит, берем комплектный кабель, который у нас шел к этой станции. Где у нас тут этот? Вот у нас USB.
буду показывать на примере пауэрбанка, чтобы тут удобнее было на столе. И включаем просто пауэрбанк вот этим кабелем. Что такое наоборот? Да, кабель в разъем. Он загорелся зеленым, значит, он готов к спариванию. Так, то есть нужно его не к спариванию, вернее, к подключению по Wi-Fi. И нам обязательно нужно скачать вот такое вот приложение, которое называется NetAtmo. Захожу в приложение, значит, просит положить палец и начать процесс установки. Вот нажимаем просто сюда, даже не нажимаем, там ничего нажимать, кнопки нет, просто кладем палец. Должно замигать синим цветом, что-то с первого раза не получилось. Сначала зеленое, да, нет, сейчас надо подержать подольше. Подержим подольше. Да, вот теперь пошла. Метеостанция включается. Подождите. Ну, ждем. Сейчас должен появиться аксессуар. Аксессуар — это второй блок, который подключается к основному. В нашем случае наружный блок. Вот он, NetAtmo, появился. Нажимаем на него. Идет подключение. Все, станция настроена. После настройки мы попадаем в главное окно программы, в этот интерфейс. Значит, я покажу на примере iPad, но не более информативное, что ли. Здесь у нас есть сверху, это улица, 26 градусов, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность 45%, по ощущениям как 29 градусов, точка росы 13, и качество воздуха хорошее пишет, да, ну какой-то свои там без цифр показатели, ладно, я ему верю. Минимальная температура на улице была 17,3, максимальная 28,9 сегодня. Внизу то, что на белом фоне, это внутри комнаты, у меня 24,8, также минимальная, максимальная. Значит, вот показатель CO2, это важный показатель, качество воздуха 1056 ppm. Считается, что это, ну, в пределах нормы, но я где-то в интернете пишут, что достаточно высокая. Также есть влажность и уровень шума. Кстати, вот еще про уровень шума я забыл вам сказать, что да, еще измеряет уровень шума. Насколько шумно было у вас в помещении. Значит, с правой стороны, видите, пролистываю, это прогноз погоды. Прогноз температуры, прогноз осадков на ближайшие дни. Вот он, я его развернул сейчас. И с левой стороны можно выбрать, видите, там дом. То есть, если у вас несколько таких станций, вы можете выбрать, если у вас дом там в Ницце, в Каннах, вы выбираете какие угодно. Зайдем в настройки. Здесь можно установить либо удалить дополнительные модули. Также настройки дома. Вот есть название, название улица я там назвал, например, радиосигнал от внешнего датчика, уровень его, заряд батареек, имя в комнате, уровень Wi-Fi, прошивка. Вот. Ну и тут уже пошли такие специфические, там как поделиться какой-то информацией и тому подобное, калибровать, если нужно. Я лично не калибровал, не знаю, насколько это необходимо, вполне устраивает и так. Еще хочу посоветовать, есть такая вот программа MyAtmo, она совместима с этой станцией, но имеет немножко другой и более удобный, например, для меня интерфейс. Здесь все сразу отображается в графиках, улица, помещение, внизу идет прогноз погоды на ближайшие дни. Вот видите, можно легко переключаться между температурой, влажностью, там, давлением, CO2, тоже по внутреннему модулю, по наружному модулю. Все это в таких красивых графиках с точностью до минуты. Да, еще и внизу вот есть такой прогноз погоды. То есть то, что сейчас, если нажать на кнопку Now,
то переключается на ближайшие дни, на пятницу, там, ну, то есть на ближайшие несколько дней. Очень удобно. Я, честно говоря, вот больше симпатизирую именно этой программе, чем родной. Ну и в заключение еще хочу сказать, что эта система Netatmo, умный, так скажем, уже Smart Weather Station, абсолютно нормально работает со всеми операционными системами. Будь это Windows, будь это Mac, будь это Android, iPhone, iPad и тому подобное. То есть с этим проблем вообще нет никаких. Ну, в общем, вот такой краткий обзор. Если есть какие-то вопросы по этой системе, к сожалению, она не так распространена у нас. Ну, наверное, это такой вот менталитет, как бы кто хотел, тот додумался и купил. Вот, я тоже рискнул, мне понравилось, в принципе, я вам рекомендую, если хотите уделить больше внимания вашему здоровью, то вот обратите внимание на эту систему. Будут вопросы, обращайтесь, пишите в комментариях. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ну и до новых встреч. Впереди еще много-много интересного. Всем пока.